Composition. Не-не-не. Composition. Оросуль. Расуль. La prononciation. Нет. La prononciation. Ударение. Где? Иностранцы. Всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал, где я что? Правильно, научу вас говорить по-русски без акцента. Сегодня нас ждет трудная тема, которую обычно все боятся и обходят стороной. Но я тоже не самая смелая, и я решила подойти к этой теме осторожно. Поэтому сегодня будет только первое видео из серии видео на эту тему, на тему ударения. Сегодняшнее видео будет только на русском языке, без моего англоязычного альтер-эго. Но вы можете включить как русские, так и английские субтитры. И в будущем я планирую снять такое же видео, но на английском. Проговорить весь материал на английском языке. Что вообще такое ударение? Это выделение слога, слова или фразы с помощью голоса. Сегодня я буду говорить с вами только о словесном ударении, когда мы выделяем один слог в слове, один гласный звук. Как же можно голосом выделить часть слога? Есть три способа. Способ номер один – тоном. Тоническое, или его еще называют музыкальное ударение, вы можете встретить в таких языках, как китайский, вьетнамский. Русскому человеку будет очень тяжело услышать и тем более воспроизвести разные тоны. А носителю языка с музыкальным ударением будет трудно не играть тоном, когда он говорит на русском языке. Именно поэтому акцент китайца, говорящего по-русски, очень сильно отличается от европейского акцента. Способ номер два – произнести гласный звук более интенсивно. Это ударение называется силовое. И третий способ – тянуть ударный гласный звук. Такое ударение мы называем квантитативное или количественное. Так вот, в русском языке ударение и силовое, и квантитативное. Что это значит? Это значит, что ударный гласный звук в русском слове произносится интенсивнее, а неударные слоги звучат слабее и короче. В результате происходят две вещи. И это важно, чтобы понять вообще суть русского произношения. Во-первых, мы слышим четко и ясно только один гласный звук в русском слове. И во-вторых, безударные звуки, из-за того, что они произносятся не так интенсивно, не с такой силой и короче, иногда меняют свое качество. Например, мы пишем букву О, но если она не под ударением, то мы произносим А. О редукции гласных я говорила в одном из своих видео. Очень во многих языках нету такой редукции. Нет такой сильной редукции во всяком случае. Вот в венгерском, например. Я вам уже рассказывала, что я начала учить венгерский язык, и мне непросто. Непросто, потому что мне приходится делать усилия, чтобы проговаривать каждый гласный в слове и не редуцировать. Вот, например, слово, которое меня очень раздражает, если честно, потому что оно, не обижайтесь на меня, господа венгры, но оно очень неудобное для произнесения, особенно для русского человека. Это слово я очень часто встречаю в заданиях. Это слово должно читаться примерно так. Мондотокот. С ударением на первый слог. Мондотокот. Но если я не буду стараться и произнесу его так, как мне, русской, удобно, то получится мондотокот. Понимаете? Ударный слог О, первый, он слышен, а все, что за ударением, точнее вот так, за ударением, мы редуцируем, и получается тотокот. Да, кстати, в венгерском языке
ударение всегда падает на первый слог. Во французском языке, например, ударение всегда падает на последний слог. А русский язык в этом смысле подкидывает нам еще один сюрприз, потому что в русском языке ударение свободное. Оно может падать на первый слог, на второй, на последний, куда угодно. А еще оно подвижное. Это значит, что в одной форме слова ударение может падать на одну часть слова, а если мы возьмем это же слово, но уже в другой форме, ударение может падать уже на окончание, а не на корень, например. Покажу конкретное слово. Слово «стол». В именительном падеже единственного числа ударение падает на корень. Стол. Но вот мы возьмем форму родительного падежа единственного числа, и ударение будет падать на окончание. Стола. Нет, чего? Стола. Но не бойтесь, так происходит не во всех словах. И вот в следующих видео об ударении я буду уже рассказывать о некоторых закономерностях, которые вам помогут узнать, куда же падает ударение, о типах русских существительных в зависимости от ударения в них. И, конечно, я расскажу и покажу, почему действительно важно запоминать, куда же падает ударение в слове. Спасибо большое за вашу поддержку в виде лайков, комментариев, репостов. Это очень помогает моему каналу развиваться и мотивирует меня, и поддерживает морально. Это иногда нужно. Не забывайте подписываться, если этот канал вам интересен и полезен. И кроме того, можете подписаться на мой инстаграм-аккаунт, где я публикую мемы о русском языке и больше всякой информации о русском и о себе. Ссылку на инстаграм вы можете найти в описании. Ну что же, до встречи в следующем видео. Пока-пока!